Июнь 323 год до нашей эры. Жара в Вавилоне, она буквально плавит даже камень. Ты лежишь на шелковых простынях, но чувствуешь себя так, словно горишь заживо. Тебе всего 33 года. Твоя империя раскинулась на половину известного мира. Тебя называют Богом, сыном Зевса, непобедимым владыкой Азии. Но сейчас этот Бог захлебывается собственной рвотой и не может даже пошевелить рукой. Вокруг твоего ложа стоят твои генералы, твои друзья. Они не плачут. Они смотрят на тебя глазами голодных стервятников, ожидая, когда ты испустишь последний вздох, чтобы разорвать твою империю на куски. Ты Александр Македонский, человек, который завоевал весь мир, но не смог победить собственных демонов. Сегодня мы сорвем золотую маску с твоей статуи. Я покажу, как абсолютная власть и мания величия сводят с ума, а в конце я раскрою главную тайну. Что на самом деле убило тебя в Вавилоне? Предательский яд, экзотическая болезнь или твоя собственная паранойя? Ты появляешься на свет в 356 году до нашей эры. И сама ночь твоего рождения пахнет гарью и катастрофой. Именно в этот момент безумец Герострат сжигает великий храм Артемиды Эфесской, одно из чудес света. Древние говорили, что богиня просто отвлеклась, чтобы помочь тебе родиться. Но правда в том, что вся твоя жизнь станет похожа на этот всепожирающий пожар. Нам продают глянцевую сказку о гениальном золотом мальчике, которого воспитывал великий философ Аристотель и который благородно принял трон от великого отца. Забудь эту чушь. Твое детство — это душная, токсичная клетка. Твои родители люто ненавидят друг друга. Твой отец, царь Филипп, суровый, покрытый шрамами вояка с выбитым в бою глазом. Он пахнет потом, вином и кровью. Он скупает греческих политиков за серебро, вечно пропадает в походах и меняет женщин как перчатки. У него 7 жен, с которыми он живет одновременно. Он не видит в тебе сына, он видит в тебе конкурента, бешено ревнуя к твоим первым военным успехам. А твоя мать — Олимпиада, чужестранка из Эпира, жрица древних культов, которую при дворе считают полудикой ведьмой. Легенды гласят, что в ее постели спали огромные змеи, которых Филипп боялся до дрожи. Именно она с первых дней твоей жизни вливает тебе сладкий, парализующий рассудок яд. Твой настоящий отец не этот пьяный македонский царь. Твой отец — сам бог Зевс. Представь, каково это — расти в этом безумии. Мать лепит из тебя божество, а родной отец презирает тебя. Твоя психика ломается уже тогда. Ты пытаешься сбежать от реальности. Мудрый Аристотель учит тебя ценить жизнь. Ты заучиваешь наизусть Илиаду Гомера и мечтаешь стать новым Ахиллом, которого считаешь своим предком. Но дворец не прощает слабости. Тебе нужно доказывать свое право на существование каждую секунду. Когда тебе исполняется 16, отец назначает тебя регентом на время своего очередного похода на греков. Во время его отсутствия против македонского царя взбунтовалось одно из фракийских племен. Но ты доказываешь, что ты уже не мальчишка, а искусный воин. Ты с блеском разбиваешь бунтовщиков и основываешь на их землях город, который называешь Александрополь. Это не просто традиция. Ты так делаешь,
делаешь, потому что незадолго до этого твой отец назвал основанный им Филиппополь. Это не было подражанием. Ты намеренно заявлял отцу, что не просто сын, а достойный наследник Македонии. Через 2 года в битве при Хероне ты доказал, что ты сам великий воин и стратег. Всадники твоего отряда, гетайры, обошли греков с фланга и разгромили фиванский священный элитный отряд. Но вместо гордости в глазах отца ты видишь страх и презрение. Теперь ты не его сын, ты соперник. Тебе около 20. Филипп берет очередную жену, на этот раз знатную македонянку. На свадебном пиру пьяные аристократы в открытую говорят, что теперь у царя родится законный наследник, намекая, что ты просто полукровка. Твоя мать в ярости сбегает из дворца. Твой трон, твоя жизнь висят на волоске. И внезапно, на очередном празднестве, личный телохранитель Павсаний всаживает кинжал прямо в сердце твоего отца. Убийцу тут же закалывают на месте. Направила ли руку убийцы твоя мать? Это так и останется тайной. Но факт остается фактом. Тело отца еще не остыло, а ты уже безжалостно шагаешь по его крови к трону. В 20 лет ты становишься царем. Ты не скорбишь. Мальчик с томиком Гомера умирает, рождается тиран. Ты сразу начинаешь наводить свои порядки. По царству катится волна казней. Ты убираешь всех возможных конкурентов. Твоя мать Олимпиада добирается до последней жены Филиппа. Ты не останавливаешь ее. Это цена за власть. Услышав о смерти сурового Филиппа, греческие города решают, что 20-летний мальчишка слаб, и поднимают восстание. Особенную дерзость проявляют богатые фивы. Ты отвечаешь им так, что у всей античности леденеет кровь. Ты не просто разбиваешь их. По твоему приказу великий город Фивы стирают с лица земли. Ты уничтожаешь мужчин, а всех женщин и детей продаешь в рабство как скот. И это не просто эмоции или юношеский гнев. Это абсолютно ледяной, циничный расчет. Македонская казна была пуста, царство было должно кредиторам 500 талантов. Деньги, вырученные от продажи живых людей в рабство, позволяют тебе закрыть этот долг и тут же взять новый, чтобы начать великий поход на восток. Среди гниющих трупов и руин целого города ты оставляешь нетронутым лишь один дом, дом поэта, который тебе нравился. Это твое послание миру. Ты не мальчик, ты Бог, который решает, кому жить, а кому превратиться в пепел. Ты залил Грецию кровью и доказал свою власть. Теперь твой взгляд устремлен на восток, на бесконечные богатства Персидской империи. Через пару минут ты узнаешь, как разрубаются правила игры, когда на кону стоит весь мир. Весна 334 года до нашей эры. Ты стоишь на носу корабля и первым бросаешь свое копье в азиатский берег. Это не просто красивый жест, это знак того, что отныне эта земля принадлежит тебе по праву завоевателя. Ты высаживаешься там, где когда-то была Троя, чтобы принести жертву своему кумиру и предку Ахиллу. Историки будут писать, что тобой двигала великая мечта объединить культуры и отомстить персам за сожженные 100 лет назад Афины. На самом деле ты отчаянный игрок, поставивший на зеро все, что у тебя есть. Ты привел с собой армию около 50 тысяч человек, пехоту, наемников и твою элитную конницу – гетайров. Но мало кто знает, что твоя казна абсолютно пуста. Чтобы начать этот поход, ты влез в колоссальный долг в 800 талантов. Ты чувствуешь это ледяное дыхание в затылок. У тебя нет пути назад. Если ты не возьмешь персидское золото, тебе нечем будет платить наемникам. Твои же собственные солдаты поднимут тебя на копья. Ты должен побеждать, или ты умрешь. Ты вторгаешься вглубь империи.
Во Фригии тебе показывают знаменитый Гордиев узел. Древнее пророчество гласит, тот, кто сможет его развязать, станет владыкой всей Азии. Столетиями мудрецы ломали ногти и разум, пытаясь распутать эти хитросплетения. Ты смотришь на эту жалкую головоломку, ты не собираешься играть по их правилам. Ты выхватываешь меч и одним чудовищным ударом разрубаешь узел пополам. Мудрецы в шоке шепчут, что ты получишь Азию, но не мудростью, а силой. И они правы. Если мир не прогибается под тебя, ты ломаешь ему хребет. Начинаются великие битвы при Иссе и Гавгамелах. Персидская армия колоссальна. У них есть страшное оружие — колесницы с огромными серпами, которые врываются в толпу и превращают поле боя в кровавую кашу. Но у тебя есть македонская фаланга. Солдаты встают плечом к плечу. Это непробиваемая стена. И пока твоя пехота задыхается в пыли, ты делаешь то, ради чего рожден. Ты не сидишь в шатре, как персидский царь Дарий. Ты на острие атаки. Ты лично ведешь клин элитной конницы гетайров, прорубаясь прямо к царской колеснице. Представь этот момент. Грохот копыт, звон бронзы, кровь заливает тебе глаза. Ты прорываешься к Дарию. Твои глаза встречаются с глазами владыки полумира, и ты видишь в них животный, парализующий ужас. Персидский царь ломается. Он трусливо бежит, бросая свою семью на растерзание. Позже раздавленный Дарий пришлет тебе униженное письмо. Он предложит тебе в жены свою дочь Статиру. Но ты больше не мальчишка из Македонии. Ты хищник. Твой ответ звучит как удар хлыста. Она уже у меня в плену. Захочу — женюсь, не захочу — не женюсь. Тебе не нужна половина, тебе нужно все. Ты входишь в Египет, и здесь происходит то, что навсегда изменит тебя. Жрецы Оракула приветствуют тебя не как царя. Они официально называют тебя сыном бога Амона, египетского Зевса. Ты вдыхаешь сладкий дым благовоний, и ледяной яд величия окончательно проникает в твою кровь. Ты начинаешь верить, что ты действительно бог. Ты захватил Вавилон, Египет и Персеполь. Ты завладел невероятным богатством. Весь мир лежит у твоих ног. Но останься со мной, и в следующей части ты увидишь, как эти сокровища развратят твой разум. Я покажу, как ты заставишь своих ветеранов ползать перед тобой на животе, и почему ты своими собственными руками вонзишь копье в грудь человека, который спас тебе жизнь. Весна 330 года до нашей эры. Ты стоишь перед величайшим дворцом династии Ахименидов в Персеполе. В твоих руках факел. Твоя казна ломится от фантастической суммы. В твоих руках 120 тысяч талантов. Богатство, немыслимое для смертного. Ты приказываешь вынести из дворца все ценности, а затем предаешь его огню. Официально это священная месть за Афины, но на самом деле это костер твоего тщеславия. Ты сжигаешь прошлое, чтобы на его пепле выстроить свой личный абсолютный культ. Учебники скажут, что ты был великим визионером. Правда в том, что ты просто упиваешься властью и стремительно теряешь рассудок. Еще в Египте жрецы официально назвали тебя сыном бога Амона, и этот сладкий яд проник в самую твою суть. С детства мать твердила, что ты бог, и теперь ты окончательно в это поверил. Ты сбрасываешь привычные македонские доспехи и облачаешься в роскошные персидские шелка. Но самое страшное, ты требуешь не просто подчинения, ты вводишь восточный обряд проскинезы.
Ты требуешь, чтобы суровые македонские ветераны, чьи тела покрыты шрамами ради твоих побед, падали перед тобой ниц на землю, касаясь пола коленями, животом и подбородком. Для свободного грека падать ниц можно только перед статуей Бога. Твои люди считают, что ты спятил. На бесконечных пирах пьяные македонцы откровенно смеются над ползающими перед тобой персами и с презрением кидаются в них едой. А ты звереешь от их неповиновения. Твоя паранойя достигает предела. Ты начинаешь кровавую зачистку. Филоту, командира твоей элитной конницы, обвиняют в заговоре. Ты приказываешь безжалостно закидать своего друга дротиками прямо на глазах у войска. Но этого мало. Его отец Парменион, старейший генерал, пока он читает твое письмо, гонец просто перерезает ему горло. Ты больше не доверяешь никому. Ты одинок на вершине мира. Осень 328 года до нашей эры. Бесконечный липкий запой. На одной из попоек льстецы славят тебя как бога. И тут не выдерживает Клит, твой молочный брат, человек, который спас тебе жизнь. Пьяный Клит кричит тебе в лицо горькую правду. Гнев бьет тебе в голову, как кипяток. В приступе ярости ты выхватываешь копье и всаживаешь его прямо в живот своего друга. Хруст костей. Тишина. Клит падает в лужу вина и крови. Твое помутившееся сознание гонит тебя все дальше, в Индию. Здесь твоя мания величия окончательно ломает остатки эмпатии. Твои солдаты сталкиваются с боевыми слонами царя Пора на реке Гидасп. Твоя тактика теперь — это тактика безумного бога. Твои люди бегут прямо навстречу гигантам, вступая в мясорубочную рукопашную схватку. Цена этой рубки ужасает. К лету 325 года твоя машина смерти останавливается. Закаленные ветераны отказываются идти дальше. Для тебя это личное, несмываемое оскорбление. Твоя мания величия диктует тебе чудовищную месть. Ты ведешь своих людей через раскаленную, безводную пустыню Гедросию. В этих мертвых песках от жажды и зноя умирает колоссальное количество тех, кто прошел за тобой весь мир. Ты наказываешь их смертью за человеческую слабость перед лицом Бога. Ты вернулся в Вавилон, сломав хребет собственной армии и окончательно потеряв человеческий облик. Кажется, теперь никто не посмеет перечить живому Богу. Но останься со мной, и через пару минут ты почувствуешь, как этот самый Вавилон превратится в твою гробницу. Я расскажу, как ты умрешь в луже собственного пота, а твое забальзамированное в меду тело будет покалечено римским императором. Вавилон. Июнь 323 года до нашей эры. Ты больше не бог. Ты просто 33-летний мужчина со стертыми суставами, изношенной печенью и разрушенным рассудком. Так что же тебя убило? Историки столетиями спорят, отравил ли тебя собственный врач, македонские генералы или обиженный философ Аристотель. Или это была малярия, панкреатит, лихорадка. Правда, гораздо прозаичнее и страшнее. Ты сжег себя сам. Годы непрерывного стресса, ранений, паранойи
и двухлетние беспробудные запои разрушили твой иммунитет в ноль. Твое тело просто сдалось. Тебя бальзамируют в меду. Для тебя строят великую гробницу в Александрии Египетской. Но твоему телу не дадут покоя. Через 300 лет римский император Октавиан Август, желая прикоснуться к легенде, случайно отломает твоей мумии нос. А затем твоя гробница и вовсе бесследно исчезнет в веках. А что стало с твоей империей, ради которой ты пролил реки крови? Она не прожила и дня. Твои верные генералы-диадохи немедленно начали резать друг друга. Они убьют твою мать, твоих жен и твоих детей до единого. Весь мир погрузится в хаос. Ты гнался за бессмертием, стирая города в пыль, и ты получил его. Ты стал сказкой, Искандером двурогим, мифом. Но цена за этот миф — тотальное одиночество, руки по локоть в крови друзей и мучительная смерть вдали от дома. Стоило ли оно того? Ты — Александр Македонский. И это была вся твоя жизнь.